Всем привет, тренировки онлайн. Вот, кто хочет, присоединяйтесь. Сегодня будет бег, первый день. Первый день бега, наконец. Начинаем бегать, прыгать, разминаться, готовиться к лету, улучшать свою физическую форму, да, улучшать свои физические показатели. Всех, кто хочет начать или уже начал, да, ищет какие-то новые комплексы, какие-то новые тренировки, приглашаю в эфир. Вот. Делиться опытом. Либо же кто не знает, с чего начать, как начать, да, с помощью чего тренироваться, рассказываю в своем блоге. Да, о том, как тренироваться самостоятельно, с помощью чего. О спортивном инвентаре рассказываю. Так что всех желающих, ребята, кто хочет начать, кто не знает с чего, пожалуйста, приходите. Всех приглашаю к себе в эфир, кто занимается, кто хочет заниматься. Спортсмены, тренера, ребята, советы, рекомендации. Вот. У меня больше 20 лет стажа, да, я тренируюсь, больше боксом занимаюсь, это основной мой вид деятельности, да, скажем так. Вот. Параллельно делаю комплексы, да, для разнообразия, то есть очень много информации, у меня больше 20 лет стажа в разных видах спорта. Вот. И делюсь своими знаниями, своим опытом. Тренируюсь в прямом эфире. Вот, можете, да, тренироваться по моим комплексам, которые есть в профиле, подписываться, да, приходить задавать в эфир вопросы, то есть, как служба поддержки, да. Открыл тренировку, что-то непонятно, пришел, сказал: Владислав Павлович, что это такое? Я не знаю, что ты там рассказывал. Прыгать так, приседать так, вот у меня не получается. Раз, а я каждый день в эфире вам вот, готов, да, объяснить, подсказать, так как тренируюсь сам каждый день. 17-15, кроме воскресенья, стараюсь выходить в эфир. То есть с 5 до 6, да, вечера по центральноевропейскому времени всегда в эфире, кроме воскресенья. Так что подписывайтесь, друзья, кто хочет начать тренироваться. Очень много информации, блог о спорте, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит, коррекция веса, советы для начинающих, советы для любителей, для профессионалов. Приглашаю тоже всех спортсменов, кто занимается, в эфир, обмениваться опытом, да. Я конкретно делаю комплексы, вот у меня больше 20 лет стажа. Вот. Основа бокс, да, много упражнений завязаны на боксерской технике, основы бокса для начинающих. У меня есть уже плейлист целый, да, я за месяц сделал плейлист, ребята, если кто хочет, да, обучиться боксерским навыкам, вот, можете посетить мой профиль, да, подписаться, либо же просмотреть тренировки мои, если понравятся, приходите, я каждый день занимаюсь, вот, приглашаю. Тренировки онлайн, в прямом эфире тренировки тоже, вот. Для начинающих, для продвинутых, обмен опытом, вот, советы, рекомендации, так что всех приглашаю. Сегодня будет разминка, будут прыжки, будут специальные прыжки для людей, кто занимается боксом, для улучшения техники работы на ногах. Вот. Будет отработка всех ударов, будет бег на носочках, буду рассказывать о беге сегодня, как правильно бегать кросс, да, чтобы улучшить свои показатели. Это касается ребят, которые боксом занимаются больше. Вот. Специально, да, многие тренера, и вообще это на себе проверено, рекомендуют бегать на носочках, да. Я сегодня начинаю, открываю сезон, я не бегал месяца 2, наверное, да, отдыхал зимой. Вот сегодня открываю сезон, буду бегать и начинать с километра. Километр бег на носочках в медленном темпе, вот. И буду рассказывать сегодня, да, для чего, как бегать, зачем это делать. Да, это такой бег на носочках, это он полезен не только для боксеров. Спасибо за лайки, ребят. Не только для боксеров, а и для людей, просто которые хотят улучшить свои физические кондиции, да, ног. Потому что для боксера чем полезный бег на носочках? Потому что, в принципе, вся работа заключается, да, в работе на носочках, да, на 3 пальчиках.
большой и 2 следующих, да, ну это для боксеров сейчас касается. Вот поэтому бег на носочках помогает развить, улучшить работу на ногах, соответственно, для обычных людей просто улучшить тонус мышц ног, да. Вот. И еще очень большой плюс в этом беге на носочках: меньше удар идет на внутренние органы, потому что когда вы бежите, если вы бегаете, шлепаете просто ногами, да, по земле, ну, бежите на пятку, да, ступаете, не на носочек, идет микросотрясение на внутренние органы, на селезенку, на печень, на почки. То есть я рекомендую, кто, да, без разницы, начинающий, не начинающий, пробовать переходить. Для разнообразия вы можете, ну, не обязательно это бегать постоянно на носочках, то есть есть разные виды бега, но сегодня речь пойдет о беге трусцой, бег трусцой, это легкая атлетика, но этот бег, он заточен под боксеров, да, под боксерскую технику, под людей, которые занимаются боевыми единоборствами, да, которым надо крепкие ноги, да, и работа на носочках, то есть, ну, конкретно для боксеров сегодня, вот, да, эта информация. И для людей, которые занимаются боевыми искусствами. Вот. Поэтому, кто хочет, ребятки, можете оставаться, посмотрите. Будет разминка общая, да, общая, которая для всех людей, для любых возрастов подходит. Будет растяжка. Покажу, как ноги растягивать, да. Специальное упражнение есть хорошее, его мало кто показывает. Ну, может, ребята, кто обычно смотрят уже, ну, я его уже несколько раз показывал. Вот растяжка, дыхательные упражнения будут. Вот. И отработка всех ударов, да, покажу, может, для новачков, кто-то захочет, да, остаться посмотреть. Вот, основы бокса будет, да, буду показывать в разном темпе, как поставить удар прямой, боковой, хук, удар по корпусу, апперкоты. Я буду отрабатывать просто, потому что я занимаюсь боксом, да, сам, ну, лично я, да, но я делаю комплексы для разнообразия, для всех людей. То есть у меня можете найти любые тренировки, да, от бодибилдинга, бокса, атлетики, баскетбола, упражнения с мячом, упражнения дыхательные, растяжка, различные такие, ну, то есть, спасибо большое за лайки, ребят. То есть, окей. Живе, баскет, живе. Бонжур. Живе. Ребятки, детки пришли в баскетбол играть. Вот. Привет. Всем привет. Вот, ребята. Так что, кто желает, можете оставаться, да, сегодня смотреть, буду показывать, да, и для новичков, и для, может, какая-то информация, для обмен опытом, да, для спортсменов, да, ребята, кто вот тоже тренируется, приходите, потому что молодежь приходит, много вопросов бывает. Сегодня пока никого нет, я не вижу, да. Ну, бывают такие эфиры, что много людей. No. Окей. Много людей приходят, да, и молодежь очень много вопросов задает, и, может, я на какие-то ответы не знаю. Вот, может, мне кто-то что-то подскажет тоже, да, потому что мнение со стороны очень важно. Ну, в общем, скажу так, да, что я занимаюсь сугубо по своим комплексам. Вот, упражнения подходят для всех. Результат я, да, занимаюсь ими сам. То есть результат я проверяю на себе и практикую на себе все, да. Вот, поэтому всех желающих, да, кто хочет начать тренироваться. Добрый вечер. Сегодня бег, разминка и бег. Рассказываю сегодня о том, что начинать, да, бегать на носочках, для чего это. Раньше, да, еще, наверное, в 90-е годы, там на первые мои тренировки, да, по боксу, прямо разминка, были такие дни, что тренера, мы бегали на носочках, бежишь быстрее, медленнее, бегали на носочках специально, чтобы, да, развить, улучшить работу на ножках потом, да, это касается боксеров. Вот. А для обычных людей есть тоже плюса от такого бега, потому что ты укрепляешь, да, мышцы ног тоже и снижаешь нагрузку на внутренние органы, потому что и люди, кто очень много бегает, я знаю таких, ну, ребят, которые бегают по 30 километров, по 25, по 27, и вот, ну, были такие, да, случаи, что разговаривал,
И они говорят, там мы всегда бегаем, еще и бегают по асфальту, и бегают на полной ступней, ступают. Ну, не знали, люди живут, да, тут вот так вот бегали. Когда начали пробовать, да, экспериментировать, бегать на носочках частично, понятно, 27 километров он не пробежит, да, на носочках. Он говорит, я себя стал лучше чувствовать, у меня результаты увеличились, то есть эта техника, она, да, она работает, то есть ее люди используют. Бег на носочках трусой в медленном темпе. Я бегаю, когда я бегаю на носочках, в основном это труса, ну, это медленный бег с ровным дыханием, да. Вот, сегодня я начинаю бегать, 2 месяца у меня где-то был период, что я не бегал. Вот. Ну, это зима была, да, зимой обычно отдыхаю, там месяц-полтора, если нету никаких там планов, никаких соревнований. То есть был такой затяжной отдых в этом году, поэтому сегодня первый день. Вот. И рассказываю, да, людям, кто хочет. Вот. Рекомендую боксерам, да, людям, кто занимается, кто работает в стоечке, да, на ножках. Вот это полезно. Бегать на носочках, да, разрабатывать. Спасибо, ребята, за лайки. Разрабатывать мышцы ног. О, гляньте, ребята, прикол какой у меня тут. Вон летают на парашютах, не знаю, видно или нет, вон, смотрите вверху. На парашютах, да, вон люди, смотрите, как с какими-то специальными... Эджи, это для разнообразия. Может, видно, ребята, он, если интересно. Какой-то спорт тоже. Люди на каком-то... Я не знаю, что это за спорт, короче, но они на парашютах. На парашютах и как какие-то лодки, то ли. Я не могу понять, что это за прикол. Похоже на... Что-то такое. А, нет, там людей нет. Там людей нет. Ну, наверное, что-то запустили. Чайки, может. А не, это парашюты. Не, это парашюты. Вот. Это парашюты точно. Ну, вообще этот бег, ну, ты ж видишь, ты ж наблюдаешь, да, за тренировками. Каждый день. Нет, это Бельгия. Это Бельгия, это не Россия. Вот. Каждый день меняю, да, для разнообразия. То игровые виды спорта, да, сегодня вот будет бег трусой первый день. Ну, я рекомендую, да, для разнообразия. Для разнообразия. Я конкретно так бегаю. То есть я не то, что не любитель. У меня есть, я и затяжные делаю дистанции, и длинные, да. Но это редко, марафоны. Марафоны очень редко у меня, да. Я не то, что я не люблю, я могу и 10, и 15 бежать. Просто и так каждый день тренировки. И я, допустим, вот сегодня я начинаю с километра, восстанавливаюсь, да, потихоньку, потому что 40 лет, уже помимо возраста еще и лень появилась, да, так что сегодня я любитель, ну, в разных видах спорта я соревновался и с профессионалами, да, Сергей, ну, как бы любительский спорт, да, но он шел параллельно с профессиональным, потому что у меня много и спаррингов, да, и дисциплины такие были, которые делали профессиональные спортсмены, вот. Поэтому, ну, я о себе там не буду, да, много рассказывать, обо мне скажут мои тренировки, да, тот блог, который я веду о спорте, кому интересно, может посмотреть, послушать, да. Я думаю, люди, которые занимаются спортом, если они, да, профессионалы, неважно, любители, в общем, информацию даю строго, как и с проверенной собой, да, на практике, так и не мной только, да, и много читаю, да, о спорте. Вот, поэтому связал со спортом свою жизнь, да, с ранней юности. Вот. И сейчас веду блог, вот, поддерживаю себя в форме, да, зал далеко, 70 километров у меня боксерский зал ближайший. Ну, скоро я начинаю выезжать уже сейчас. Форму набрал, у меня вот личное достижение в этом году, это 8 килограмм, ребята, я по своим тренировкам я скинул, да, за 1,5 месяца. Вот. Ну, это такое с личных, да, каких-то достижений, что на данный момент могу, да, вот сказать. А в планах соревнования здесь в Европе еще, да, вот сейчас готовлюсь. Ну, это не профессионально, это любительские будут, да, вот, по боксу. Вот. Поэтому можете, да, присутствовать, кому интересно наблюдать, как человек готовится, да. Сегодня
день нагрузки на ноги, разминка, ноги, бег трусой на носочках. И проверяю, и по ощущениям, анализы, вот 2 дня назад. У меня постоянно все примерно одна и та же, уже десятки лет одно и то же. Каждый год, да, один и тот же процесс проходит всегда практически. Стабильно, слава богу. Вот. Поэтому делюсь сейчас с людьми, да, приглашаю. Attends, Baptiste, on va l'accompagner, il rentre. Le respect. Et on a pas trop cru, moi je vais te dire. Приглашаю, да, к себе на эфиры. То есть человек, допустим, у меня там уже много тренировок различных и комплексов, и для новичков и бокс, и упражнения с бодибилдинга, да, приглашаю людей. Вот, то есть я в эфире каждый день, я за свои, да, как служба поддержки, гарантирую, да, отвечаю за свои, да, комплексы, за свои упражнения. То есть человек меня может найти каждый день, кроме воскресенья я в эфире, да, прийти сказать: Владислав Павлович, там, да, или Влад, а что вот я делаю, это не то или это то. То есть все, что у меня есть в профиле. Не нашел. Голубь. Фамилия Голубь. Я не помню уже, блин, честно, не помню, как зовут. Голубь. Ну, фамилия Голубь. И отец у них Голубь. Они невысокого роста оба. Это вольники они. Или классика, подожди, я не помню. А что ты не нашел? Ты мне тогда, по-моему, говорил, что ты нашел. Да, мы с тобой общались, я помню, это месяц назад, наверное, еще было. Ты мне говорил, что ты нашел. Ну ладно, не важно. Вот. Тоже и в эфире, ну, молодежь выборочно тренируется, да. Ну, бокс это, да, я тренируюсь боксом именно в эфире. Сейчас уже для себя занимаюсь. Вот, молодежь выборочно приходит. Керосин. А зачем? Это, ребята, Бельгия. Какой керосин? Я не понимаю вопроса вашего. Вот. Вы пьете керосин. Ничего себе. Да не, нормально. Я чай пью, там, воду. Надо керосин пить, да, это новый ноу-хау, лайфхак какой-то, да, новый. Кирилл. Вот. Вот, ребята, сегодня будет разминка. Кто хочет, подписывайтесь, у кого, может, времени нет, да, но присутствовать в эфир, там час будет. Вот, подписывайтесь, завтра будет видео. Не, я не пробовал даже керосин, я не знаю, не хочу я это. Это мне не нужно. Вот. Так что, ребята, кто хочет тренироваться, может что-то новое для себя узнать, подписывайтесь. Вот, эфир здоровья. Тренировки каждый день, кроме воскресенья. Если что-то для себя найдете, задавайте вопросы, не стесняйтесь. По тренировкам есть плейлист для начинающих, кто хочет основы бокса, да, научиться. Вот, перенос веса, работа в стойке, перемещение, поворот корпуса, удары, защита, нырки, уклоны, работа на груши. Да, ну, я не знаю, друг. Я не... Ah oui, pas together. Вот. Allez, тихо, Поэтому, ребята, вот, приглашаю. Сегодня я конкретно про бег рассказываю. Кто вот недавно пришел, рекомендую, да, для разнообразия в свои спортивные дни, в свои спортивные тренировки, да, вносить бег трусой на носочках, да, как эффективный вид бега, да, для ребят, которые боксируют, которые занимаются боевыми единоборствами. Вот, сегодня я буду начинать, да, это делать. Вот, обычно я доходил до 4-5 километров. Больше я никогда не бегал. Это 3 раза в неделю я делал. То есть, допустим, 1 раз в неделю бег на носочках, там, от 3700 до 5, да. Второй день в неделе, да, это бег рывками. Ну, кто занимается спортом, да, если кто-то с боксеров смотрит, знают, да, что это такое рывками, да, когда ты бежишь, резко ускорился, раз остановился, бежишь дальше медленнее. Потом бег по пересеченной местности, то есть когда уже начинается, вот уже сейчас начинаю подгонять вес, ну, не только бег для подгона веса, для общего.
Ну, старался показатели увеличивать все равно. Ну, то есть смысл даже трусой, когда бегаешь, да, трусой, я старался показатели увеличить. Ну, все равно чуть-чуть, да, чтобы прогресс был. Вот. А ускорение это на максимум надо делать. Ускорение надо делать на максимум. Ты бежишь, раз, быстро побежал. Ну, на тренировках обычно это тренера делают свистки, да, и люди там бегают примерно интервал. Ну, если нету, да, ну, я повторюсь, что эфиры, да, для тех людей, возможно, у кого нет возможности в зал ходить, да, или нету зала рядом, ну, причины разные. Вот как у меня, например, сейчас, да, 70 километров, мне не нужен зал, чтобы поехал, я потратил полдня, чтобы съездить, я тренируюсь дома, у меня есть опыт. Вот. Поэтому по бегу на носочках, кто никогда не делал, начинаем с минимума. Я начинаю с километра, я не скрываю это. Это здесь, ну, ко мне приходят ребята, тоже тренируются. Это площадка баскетбольная и футбольная, мини-футбол, здесь школа рядом. Я живу здесь, вот, недалеко тоже. Ко мне дети тоже приходят, ребята занимаются боксом. Я грушу сюда приношу. Вот, груша вешается, кто, может, давно не был. Ну, или кто смотрит. Да, уже погода хорошая, уже занимаемся на улице. Вот. По поводу бега, да, начинайте с минимума, потому что это нелегко, да, на носочках бегать. Я уже бегаю где-то, ну, около 10 лет этот бег я практикую, да, на носочках. И бег с рывками, бег по пересеченной местности. По рекомендациям, это обувь мягкая. Я прихожу прямо в магазин, беру кроссовки пальцем, да, и гну, вот, трогаю. Ну, можно пойти, я иногда делаю так, я в магазин пошел, нашел, да, фирму какую. Ну, я не беру дешевую, потому что больше столько лет в спорте, я знаю, что возьмешь недорогое, оно разлезется или после третьей стирки, или же после 5-го кросса, да. Поэтому я в магазине, бывает, выберу, потом через интернет там дешевле найду, да, закажу себе такие кроссовки, ну, подошву проверил, вот. А сейчас недорогие взял Adidas, но подошва пена, она мягкая, подошва должна быть мягкая, потому что если вы много бегаете, даже мало, неважно, идет микроудар по внутренним органам, когда вы на пятку нажимаете. Вот это еще из-за одних, да, Сергей, конечно, лучше, так они отслужат. У меня есть кроссовки по 5-7 лет. Ну, вот повыкидывал недавно, пораздавал, да, там что уже совсем порвалось. Да, ну, не буду там утверждать конкретно точный возраст, но больше 5 лет были такие кроссовки, которые прослужили. По-моему, New Balance это были. Обычные беговые. То есть беговые, какие лучше всего брать кроссовки? Беговые, либо же еще нога должна быть зафиксирована. То есть, когда вы, да, одели кроссовок, не надо его как попало. Там, или же он идет на резинках специальных, такие специальные беговые есть, которые обтягивают ножку, да, и мягкая подошва. Или же, если это шнурованная шнуровка, хорошо завязывать, затягивать, чтобы у вас нога не болталась в обуви. Не болталась, потому что, ну, если нога болтается, может быть и растяжение, что угодно, не дай бог. Вот, поэтому к бегу надо серьезно относиться, особенно у кого большой вес, ребята. Это с личного опыта говорю, потому что было больше 110 килограмм у меня вот, когда-то, да, давно. И бег, ну, очень большая нагрузка, если у тебя большой вес, это логично, да. Вот. И не обязательно, даже если у тебя больше 100, это меры предосторожности, меры эффективности, да, то есть мягкая подошва, шнуровка хорошая, если это не резина, да, кроссовки. Хорошо затянул ножку, вот, плотно, чтобы она прилегала, да, и потихонечку начинаете бегать, да, кросс пробуйте бегать на носочках. Это мои рекомендации, сегодня эфир этому посвящен будет, вот. Не знаю, будут ребята сегодня кто-то заниматься, не будет. Грушу я не брал сегодня, кто захочет. Да, Сергей, рекомендую. Ну, как бы, да, сейчас выбор большой, но как фирменные. Я же говорю, можно пойти в магазин, попробовать, да. Можно, ну, у кого какие возможности. Не могу я так сказать, да, может, люди смотрят, нету возможности. Да, да. Может, у людей, да, треню, привет. Может, нет у людей возможности брать там фирменные, не знаю. Главное, чтобы была мягкая подошва. Вот. И
чтобы шнуровка более-менее нормальная была. Спасибо за лайки, ребята. Чтобы хорошо. То есть, ну, ты пришел в магазин, да, померил, удобно, постоял, да, по ощущениям. Мягкая подошва. Я пальцем вот так беру, давлю, чтобы мягкая была подошва. Вот. Потому что ты не сможешь всегда бежать. Ну, может, ты много бегаешь. Вот, человек бегает. Ну, так для разнообразия надо, ну, или может с обувью что-то. Я не знаю, у меня никогда не было, я очень достаточно много. Я сегодня смотрел свои записи, у меня там за тот год 300 километров. Я набег... Ну, вот я так тоже бегаю. Ну, но я с отдыхом бегаю, я в год, ну, 2 месяца, 1,5 месяца, ну, по-разному было, что я отдыхаю зимой. Зимой, когда меняется климат, да, когда сильно холодно, я месяц где-то не бегаю в январе, это точно. Потому что, ну, так я для себя сделал. Вот, я не легкоатлет, да, я боксом занимаюсь. Поэтому я для себя беру паузу вот, в январе обычно, когда сильно... Ого, не, ну, это серьезные ребята. Спасибо. Так может у вас какие-то рекомендации есть там? Я бегаю 20 километров с гантелями, ничего себе. А какой основной вид спорта? Класс. Какой основной вид спорта у вас? Или вы многоборье это, да? Или что это такое? Напишите, интересно. Такие результаты. Тут стою про 3 километра. А, триатлон. А я тут про 3 километра своих рассказываю. Да я понял, триатлон. Ну, класс, супер. Так, и тоже советы, какие-то рекомендации по бегу. Ну, вы бегаете с гантелями без, я так понял, не на носочках, наверное, да? Или практикуете тоже бег, наверное, на носочках? Ну, я думаю, что да, если такие результаты, должен уже быть в курсе давным-давно, наверное. Вот. Не, ну, я такие не делаю рекорды. Я не ставлю. Плавать люблю тоже, да. Бег по-любому, потому что боксом занимаешься. Вот. Напишите нам что-то интересное, что по поводу бега, как развить, вот может молодежи интересно, как развить, чтобы бегать такую дистанцию, какие надо делать упражнения, может какие-то подводящие, 5-6 без остановки. Ну, понятно, да, бегать желательно без остановки. Вот. Зимой бег 20 км с рюкзаком, моржую, лыжи 20, ничего себе. Класс, супер, такие люди у нас мощные в эфире сегодня, очень рад. Интересно, давайте нам рекомендации какие-то. Пишите нам, ну, потому что молодежь смотрит эфиры, остаются в профиле. Вот, как улучшить, допустим, один раз, ну, конечно, это ж я понимаю, это марафон, но я так понимаю, что вы закаляете, моржую, да, закаляетесь, класс, супер. Но если есть какие-то, знаете, такие, потому что я, допустим, делюсь своими, ну, ребята знают, что смотрят, какими-то, да, там, финтами, ну, мне не жалко, что пусть люди, может, у вас какой-то есть, да, секретик такой, да, как развить, да, сегодня тема бег, как развить свои показатели в беге, да, какие есть еще, вот, какие вы практикуете. Ну, практически, ну, я дома сейчас тренируюсь, вот, качалка. Да, ну, я мастер спорта по бодибилдингу, это еще 18-19 лет мне было, в 82 килограммах. Но я перестал, потому что я начал боксом заниматься плотно, борьба, бокс, вот. Но практикую бодибилдинг, практикую упражнения, суперсеты, трисеты, да, подводящие упражнения. Практикую в боксе сейчас, да, я делаю комплексы уже сам делаю комплексы, сам тренирую. Класс, супер, мне 40 лет тоже. Мне тоже там иногда 30 дают, но сейчас уже реже. Раньше давали 30 еще год назад. Вот. Тоже тренируюсь но я стараюсь каждый день тренироваться, потому что хочу еще, да, попасть на соревнования. Если у вас есть какие-то рекомендации по кросс, по бегу, да, как улучшить свои показатели, допустим, напишите, пожалуйста, мне интересно, я думаю, людям тоже будет интересно. Bonjour. Comment ça va? To training? With? After? Okay. Вот, молодежь приходит ко мне тоже чуть-чуть, бельгийцы, и тоже здесь приезжие много. Вот. Ну, я имею в виду не коренные. Приходят, тренируюсь.
бокс хорошо реакцию рук развивает. Конечно, у меня есть в профиле, да, упражнения на реакцию. Вот, я там монетки ловлю, да, работаю с рефлексболом, с файтболом, да, рефлексбол, файтбол его по-разному называют. Вот, с мячиками, то есть я тоже развиваю, да, с помощью. Ну, сегодня не брал ничего, сегодня вот хотел сделать такую беговую тренировку, там ребята, молодежь спрашивала, и сегодня столько людей пришло, я уже тут такой пионер, стою, думаю, блин, сейчас как начнут насыпать. Вот. Но спасибо, ребята, всем, кто пришел, делитесь своими рекомендациями, да, советами. Очень интересно, потому что, да, занимаюсь даже больше 20 лет разными видами спорта. 10 километров, 3 месяца до озера ходил и обратно болела. У меня вот сейчас 40 лет, первый раз за все время, за всю жизнь, сколько я тренируюсь, начало беспокоить колено, я не знаю, что это такое. Вот, может, вот что-то, затем 3 месяца начал бегать. Ну, ходьба обязательно, я ребятам рекомендую, вот сейчас посмотрят. Я с января месяца, как начал эфиры вести, я ребятам писал, ребята, чтобы начать бегать, надо расхаживаться начинать. То есть расхаживаться. Вот планируем бегать, да, по 3-5 по 5 километров, допустим. Ну, я так бегаю, да, 3,5-5, 3 раза в неделю. С разным меняю стиль, да, бега. Я ребятам говорил, что надо расхаживаться, это очень правильно. Вот, это еще раз, да, как бы подтверждается и моя практика, вот, и человека, да, который приличные дистанции, триатлон делает. Вот, ребята, пожалуйста, прислушивайтесь. Это для начинающих, кто хочет начать бегать. Расхаживаться это когда... Но я начинаю это с января, с февраля делать. Вот. Потому что с возрастом показатели падают. Да. В том году еще той зимой легче было входить. В этом году больше отдохнул, тяжелее входить. Ну, вес быстро ушел, в принципе, каждый год. Вот. Зимой где-то, после зимы где-то около 10 килограмм всегда сбрасываю. По своим системам, по своим комплексам. И сейчас бегом корректирую вес. Вот если буду ехать на соревнования, то я бегом держу. Да, уже когда вошел в свой ритм, у меня четкий вес, постоянно четкий вес. Живая. Класс, это вы в таких каких-то местах, да, с хорошей природой живете, я так понимаю, озеро, супер. Ну да, получается, что добавляете, да, себе, докидываете вес какой-то. Ну, дополнительный вес, я имею в виду. Тогда одежда была, сейчас рюкзак. Ну, у меня есть такие нарукавники, да, я сам когда-то даже шил, песочные обычные. Дело в том, что я, да, боксирую, вот. Я ребятам, что меня много смотрят, кто боксом занимается, я не рекомендую с большим весом бегать, я рекомендую и заниматься бойстенью, делать, да, с килограммовыми, и бегать килограмм, ну, максимум по 2 килограмма гантелей. Я не рекомендую, потому что, ну, все-таки, когда с большим весом ты бегаешь, это больше силовое, да, оно чуть-чуть, это мое мнение лично, вот, вы тоже делитесь своим мнением. Я с маленькими весами, да, рекомендую делать бой с тенью, кроссы с маленькими весами, чтобы не притуплять. Ой, ребята, ладно, давайте, ну, делятся своим мнением. У меня нету времени смотреть ничего. Ну, я отношусь ко всем... Ну вот, да, я тоже говорю, что сильно большой вес добавлять не надо. Вот. А это касается тех ребят, кто занимается единоборствами. И тоже бег, да, раз в месяц или 2 максимум, это 10-15 километров. Все остальное короткие дистанции, потому что 3 километра, 5 километров точнее, это где-то период, да, длина одного, да, профессионального боя для боксера, да, ну это я там и литературу читал, и как бы тоже с тренерами общаюсь, и много где занимался. В общем, для боксера, да, идеально, ну, 5 километров 3 раза в неделю, это нормально. Больше не надо, потому что
ну, это легкая атлетика уже, да, это марафоны, это другое, чуть-чуть другое направление. Вот. Для боксеров надо, чтобы шли ноги, да, улучшать состояние, физику развивать для работы на ножках. Когда ты постоянно двигаешься, тебе надо, вот, чтобы у тебя ножки работали идеально на носочках. Либо же рывки, ну, для рывков 3 километра достаточно. 40 минут. Vous allez où, les gars? Вот. А вы писали, у вас вот это с коленями какие-то были проблемы. Это из-за бега или из-за чего? Потому что у меня вот тоже первый раз за всю жизнь, да, вот 40 мне будет один. Ощутил такие вокруг чашечки, да, небольшие. Когда вот приседаешь, такое ощущение, как что-то натягивается, да, вот такая боль непонятная. У меня просто не было ни разу. Я взял там мазь, вот помазал, вроде бы прошло. Просто для себя, да, информацию, может быть, вы написали, что были какие-то проблемы. Вот, ребята, не выясняйте, есть такие спортсмены, вот я с бокса могу вам не один пример привести, да, тот же Руис, вот недавно Энди Джошуа, да, забрал, вот, так там человек с таким кругом, вот, да, вышел в ринг, у него такой спасательный круг на животе и больше 100 кг, ну, в него не обязательно. Есть люди, да, крупные сами по себе, а делают больше, то есть от телосложения не обязательно можно какие-то заключения делать. Вот. Особенно, если человек уже взрослый. Вот. Ладно, я начинаю разминаться, ребята. Кому интересно было, подписывайтесь, приходите, давайте рекомендации. Вот. Я в эфире каждый день. Ставьте лайки там, да, кому интересно, подписывайтесь. Эфир каждый день, кроме воскресенья. Вот сейчас буду делать разминку, потом будут прыжки специальные для боксеров, да, кто... Ребята, можете остаться посмотреть. Специальные прыжки, 2 вида, да, растяжка будет. Вот. Начинаю я тренировку всегда с шеи. Ребята, только не ссорьтесь, пожалуйста. Эфир здоровья, да, для людей, чтобы обмениваться опытом, чтобы позитив какой-то был, наоборот, здоровый образ жизни. Не выясняйте. У каждого свои какие-то достижения, у каждого что-то есть. Делитесь опытом и все. Вот, начинаю сюда с головы, иду до стоп-ног, да, начинаю с шеи, вот, делаю такие полукруглые движения, да, на одной полукругом, одна сторона, другая, потому что читал некоторую сейчас литературу, да, уже те же самые, да, и профессора, вот всякие врачи рекомендуют не крутить, да, по полной амплитуде, вот уже такая информация поступает сейчас. Вот, поэтому я сейчас частично вот так делаю, да, полукругом получается, да, шею разминаю, потом делаю, да, типа, я не знаю, да, вот такие упражнения, это для трапеции, вот, да, для верха спинки, да, вот, чтобы запустить, да, процессы, связанные с туловищем и головой, да, скажем так, да, 15 раз, все, в разминке все делаю 15 раз. Хорошо, приходите, подписывайтесь, рекомендуйте советы, лучше советы давайте, делитесь опытом. Я для этого сделал канал, да, чтобы делиться своим и единомышленников, людей, которые тоже тренируются, потому что молодежи, да, надо нормально что-то передавать, я считаю. Вот. Теперь шраги, да, без веса, обычные шраги, 15 раз сюда, вот, 15 раз. Я все упражнения в разминке делаю по 15 раз, да. Вот. Кому тяжело по 15 раз, ребята, начинайте с 10, допустим. Все, размяли вверх спины, трапеции, шеи. Теперь ручки берем, да, вперед. Раз, 15 раз покрутили. Хорошо вот так прокручиваем. Для боксеров, да, надо, потому что работа на груши и все остальное. Надо вот эти суставчики, связки хорошо разминать. 15 раз сюда, вот, 15 раз назад покрутили.
Вот, хорошо прокручиваем вот так, чтобы аж чувствовалось, да, что ты разминаешь. Не просто подрыкал руками, а разминаешь хорошо. Вот. Пальчик берем, да, тянем, растягиваем, вот. Здесь берем вот так, тянем, тянем пальчик. Тянем пальчик. Здесь тянем пальчик тоже, вот. Тянем к руке, да, пальчик тянем, вот. Теперь так, в другую сторону пальчик. И это, ребята, для боксеров рекомендую, кто работает на груше. Вот. 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 Сюда. Не-не, все нормально, все нормально. Спасибо за лайки, ребята. Растягиваем суставчики, вот. Вот, тянем, тянем, хорошо, не жалеем. Ну, как бы, ну, понятно, что этот, ну, там без фанатизма, но чтобы чувствовались, да, как связочки растягиваются. Потому что эти суставы для боксеров очень важны, ребята. Это с личного опыта вам говорю. Вот, ножнички руками, да, я 50 раз делаю. Ну и сразу вес переношу, я уже говорил, да, кто боксом занимается, ребята, привыкайте, разминка, да, перенос веса делайте параллельно, это хорошо развивает и грубую моторику, и мелкую, да, ну и ты все равно руками машешь, что просто стоять, да, когда можно вот вес поперекидывать. Вот. С непривычки я делаю 50, можете делать 30 раз. Так, на каждую ручку по 15 махов. Вот, сверху вниз. Вот. Это упражнение раньше делали ножнички, да, ногами. Ну, я и руками, и ногами его делаю. Вот. Теперь хлопочки. Вот. Сзади, спереди, да. Сзади, спереди широчайшую разогреваем. Разогреваем плечевой пояс. Вот, хлопочки, да. Ну и для... Да, повторюсь, что у меня все упражнения, да, они заточены больше под боксерскую технику, да, ну вот и по траектории удара, да, грубо говоря. Разминка идет, ну, упражнения все практически заточены под бокс у меня, ребята. Вот. Все, у меня так уже мозг работает. Я все свои разминки, все свои упражнения у меня заточены под бокс. Вот, поэтому, кому интересно, приходите, ребята, кто сам, может, тренируется, ищет что-то новое, пожалуйста. Приглашаю. Эфиры каждый день, кроме воскресенья. Тоже я делаю 50 махов таких, да, хлопочков. Вот. Можете начинать с 30, ребята. И перенос веса. А кто обычно там, ну, не нужен бокс, кому просто стал, вот, и пошел. Внизу, посерединке, вверху, вот. Сделали. Теперь растягиваем широчайшую, растягиваем трицепс, бицепс, да, тянем, берем локоток и сюда, вот, тянем локоть сюда, вот. И вторую ручку то же самое. Вот я делаю 15, да, раз так тяну, вот, полностью растягиваю широчайшую. Спасибо, Магвай, хорошо, сегодня, спасибо, брат, большое, спасибо, что зашел. Сегодня буду начинать кроссы уже бегать, сегодня ребятам рассказываю, физкульт, привет, сегодня ребятам рассказываю про пользу бега на носочках, да, как раньше советская школа бокса, да, со свистком, помнишь, бегали тренировки 15-минутные, половину из них говорили бегать на носочках. Объясняю зачем, объясняю какую... Да, объясняю, какую икры, да, объясняю, какую надо обувь выбрать, как нам обмотать, ну, чтобы была или шнуровка хорошая, либо же прорезиненный кросс, чтобы мягкая подошва была. Вот. Рассказываю, зачем этот бег. Ну, или же кеды, да, либо же кеды. Ну, я мягкую подошву беру, кроссовки. Вот. Да, понятно. Раньше, да, ну, сейчас есть выбор с чего, понимаешь? Есть обувь хорошая, качественная. Да, понятно, что не было, но сейчас и, блин, наверное, может, уже и здоровье у людей не такое. Пусть хорошую обувь берут. Пусть, ну, есть, если возможность у человека, да, пусть возьмет хорошую подошву. Я беру всегда подошву, проверяю, чтобы была пенка. И побежал, вот. Да, понятно, у нас там я
Молчу, да, бегали босиком. У меня тренировки были, пришел, кроссовок нет. Или не купили, или нету. Босиком тренируешься. Пол молодости босиком протренировался. Вот. Тоже, ребята, тянем, да, ручка туда, ножка туда. Вот. Это для спинки хорошо, да, для поясничного отдела, вот, и для реакции тоже, для себя координация, да, ты стоишь, вот, делаем. Ну, я, да, плюс-минус об этом, ну, может, у кого-то появится. Вот. Так, это для поясницы, ребята, вдох и вниз, выдох, вдох, вниз, выдох, вдох, вниз, выдох. Тянемся, стараемся к земле, коснуться земли. У кого растяжка, ну, слабенькая, да, ножки можно шире поставить. Я тоже не стараюсь на прямых ногах делать, то есть делаю его с акцентом на поясницу больше, да. Вдох и вниз выдавливаем живота, выдох. Ой, пардон. Так вот, ребятам сегодня рассказывал, там тоже мужчина пришел, триатлоном занимается, чуть-чуть там написал информацию, да. Вот. Ну, ребята заходят. Главное, что, я думаю, кому надо, да, информацию по... Спасибо за лайки, ребята, большое. Но ничего, еще будут, все равно чемпионы дальше будут, поэтому, ну, какие будут, такие будут чемпионы, какая разница. Вот. Короче, да, и рассказал же, да, про пробег с ускорением, да, с прерывистой по пересеченной местности, с рывками, ну, для чего так примерно, да, там смотрят ребята, вот рассказал, для чего эти всякие бег разный, да, ну, именно для боксера целенаправленно. Вот такую информацию сегодня дал. Вот, так, а что мы сделали? Вниз, поясница. А, теперь у нас пошли, ребятки, тазобедренный сустав, да, и поясничка. Вот, работаем 15 раз, делаем вот такое упражнение. Медленно, спешить не надо, да, прорабатываем. Вот, тазобедренный, поясничку. И в обратную сторону. Тоже ножки, ребята, на ширине плеч, можно чуть-чуть шире. И когда вот это делаете, чуть-чуть коленочками тоже работаете, да, чтобы здесь ноги тоже работали, да, вот таким образом. Вот. Не только верхней частью, да, туловище крутите, а чтобы работали и ножки, да, коленочки, вот, чуть-чуть пружинили. Ну, это рекомендации, там уже у кого как будет получаться. Вот. Да, спасибо. Спасибо, Магвай, заходи, спасибо, поддержка нужна. Спасибо большое. Спасибо, ребятки, что заходите, поддержите. Да, это круговые, знаешь ты тоже, да, это ж старая гвардия еще. Старая гвардия, круговые. Ну, вообще, как общеукрепляющая тоже, да, и кармашки ж везде работают тоже, и ножки здесь все разминается. Вот. Так, теперь тройной наклон, да, тройной вдох, внизу вдох. Ну, я тоже, брат, я тоже давно ну, как, знаешь, там в начале же рывками было, да, пока дошло, что это твое, да, там лет к 20 уже. Вот. Ну, да, ну да, ну, то у меня тоже прилично, ну, до 20 лет я... О. Юск, что это такое, не знаю. Тоже прилично у меня стаж нормальный. Вот. Так, делаем тройные, да, внизу вдох маленький, посередине чуть больше, и вверху вот так раскрываем грудной отдел полностью, делаем большой вдох. И вниз идем, одно положение перед собой, выдох, второе возле ножек, и третье за ножками, полный выдох, выдавливаем
выдавливаем воздух животом из себя. А я тоже с футбола начинал. У меня карате было, потом футбол, потом бальные танцы, потом я попал на бокс. Ну, еще что-то там было, я не помню, может. Ну, это такое, это что с детства. Карате, футбол 2 года, бальные танцы, и потом первый раз в 13 лет попал в зал бокса тоже. Вот. Вот, раз, вдох. Раскрылись и втянули так максимально. И выдох пошли. На 3-й раз выдавливаем все животом из себя. И живот напрягаем. Да, мышцы пресса выдавливаем 3-й раз. Стараемся весь воздух выдавить. Это полезно для... Ну, дзюдо я не занимался. Ну, разные были тренировки. Может, ну, я на вольную ходил еще, на вольную борьбу. Вот. Ну, оно примерно плюс-минус все похоже. Вот, ребятки. 1, 2, 3, полный вдох. И вниз пошли. Фу, фу. И на 3-й раз. И прессом выдавили. Все это для легких полезно. Для начинающих, ребята, 5 повторений хотя бы начинайте. Ну, вообще до 15 стремимся все делать. Вот, все. Это тоже поясница. Кто-то прикалывается. Так надо, резко нельзя. Это есть такая поговорка. Есть Кёкушинкай, каратисты появились. Есть такая поговорка, короче, типа, а что после 30 лет можно ничего не употреблять, достаточно резко посидеть на корточках и резко типа подняться, не надо пить алкоголь, ну типа прикол. Вообще да, я сейчас тоже упражнения делаю, там колесико, либо же какое-то что-то, да, горизонтально, когда давление меняется, ну, повышается. Я останавливаюсь, я быстро не вскакиваю, как в молодости, да, там колесо бросил, вскочил, побежал. Я сейчас остановился 3 секунды, ну, то есть уже, да, но после 40 уже чувствуется конкретно. Вот. Но все равно организм человеческий такая, да, так устроен, что можно восстановиться, да, и научиться, и улучшить. Это 100% я знаю. Я не хожу, ребята. Ну, я не то, что не отговариваю. У меня 1001 упражнение, гантели дома. Вот. Если интересно, можете посмотреть. Там есть силовые. Привет всем. Привет, привет, ребята. Там есть силовые и комплексы у меня. Да, интересно, хочешь, загляни. Суперсеты есть. На бицепсы, на трицепсы, на дельты есть упражнения. Ну, левша, конечно. А я переучивался специально. Вот. Да, правой ручкой взял, открыл, бах, и сюда, да, закинул, да. Либо же сюда, да, зашел из блока, да, могла, и сюда, шик, добрый вечер. А я переучиваюсь, я в левостороннее, да, учусь, вот, я правша, но я в левостороннее учусь тоже. Вот. Да, ребятки, тянем, растягиваемся теперь, кто как может, головой, да, к ножкам, сюда. Желательно, да, как можно больше тянуться. Это уже сейчас разминка. Ну, типа, не, искусственная, да. Но я и развиваю, да, левой рукой и пишу специально, и ем, и что-то делаю правой, потом специально левой. А вообще, ну, вообще правша, да. Вот. Там же, знаете, Васю Ломаченко, да, чемпиона? Вот, Вася. С Одессы, по-моему, я не помню, а с Одессы вроде, да. Лома, да. Он же не левша, не от природы, его батя с детства переучивал. Они к нам приезжали когда-то в Сумы, в манеж легкоатлетический. Ну, там с тем разговор, что-то за разговор.
Да, красавчик. Мне тоже нравится стиль и манера ведения боя, да, и вот. Так его ж батя переучивал, оказывается. Он же ж не... И на бальные танцы тоже отдавал, я читал. Не помню уже где-то, да, что это, по-моему, батя его или интервью, да, или он давал интервью. Вот. Ходил на бальные танцы специально. Усик на футбол сколько проиграл. Вот. Искусственный тоже левша, вот как ты говоришь, батя переучил его. Но я к этому сам пришел, как бы, да, с временем я понимаю, что если развивать левую сторону, это полезно не только в боксе, а вообще в жизни полезно даже. Да. Вот. Так, теперь, ребята, делаем. Вот, делаем провороты рук, да, плечевого корпуса. Я с прыжочком делаю. Тоже 15 раз. Вот от себя, вот так ручки. К себе, точнее, теперь от себя. Вот. Все, разминка закончена. Ну, вот это я стараюсь. Ну, я как-то сам к этому пришел, знаешь. Ну, я вижу плюса, да, определенные. И когда начал развивать тоже левую руку, да, ну, конкретно в боксе, я заметил улучшение, да, и в мозгах. Ну, реально, это действительно... Вот, и что я людям рассказываю, говорю, бокс это не просто спорт, говорю, вы там найдете, говорю, столько, что вы удивитесь. Я когда у меня есть там видео, да, я рассказываю, почему я бокс выбрал, почему я его оставил, почему я им занимаюсь. Вот, я очень много, в общем, очень много в чем, очень много удивлялся, да, занимаешься спортом, а улучшаются, да, показатели и мозга, и какие-то в жизни, да, ситуации, ну, как бы, как жизнь. Для меня это жизнь. Я вот, ну, это я так же. Шахматы тоже. У меня дядька мастер спорта был. Я с детства в шахматы могла. Шахматы люблю и нормально играю, кстати. Вот. Тоже развивают, да? Пошагово думаешь. Вот. Так, ребята, сейчас мозг движения, да. Сейчас, ребята, растяжку буду показывать. Вот. 4 мастера, да, надо было победить на соревнованиях, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот, ребята, растяжка полезная для ног, вот, для работы ног. Вот. Для работы ног показывать сейчас буду. Ложитесь, да, садитесь на землю. Вот. И вдох делаете, тянетесь к носочкам, да, вдох. И 3 раза. Раз, 2, 3. Вдох. Раз, 2, 3. Вдох. Раз, 2, 3. Тянетесь к носочкам. Носочки на себя смотрят, да? Сделали 3 по 3. Потом взяли ручками большие пальцы ног, да, ну там следующий палец. И тянете носочки к себе. Вот так. Раз 10 потянули носочки к себе. Потом снова, да. И снова носочки потянули к себе. Берем и тянем прямо сильно носочки к себе.
Вот. Смысл в том, что растягиваются, да, икры. Ну да. Вот, ребята, это упражнение помогает, да, растянуть икры, хорошо мышцы, да, порастять. Да, понятно, я вообще, для меня, да, ну, уже что-то не можешь, да, решить там словами, да. Ну, вот бокс, да, как, ну, уже иди в ринг, да, выясняй, шлем одевай, капу. Ну, бывает, да, мужики, ну, что-то не могут там прийти. Вот тебе как бокс, как альтернатива. Это я так, ну, как бы, ну, уже если что, да, на крайняк, ну, друг друга лупашить без перчаток, без капа, без шлемов, это... Да, у нас день. Всем привет, ребятки. Вот, у кого поздно, можно в записи видео всегда посмотреть. Да, ребят? Да, у кого ночь, можете всегда в записи видео есть посмотреть. Да, я боксом занимаюсь. Вот. И еще дыхательное вы сразу упражнение делаете. Да, когда вы растягиваетесь, сделайте 3 больших вдоха, и когда тянетесь к носочкам, выдохи делайте. И животом выдавливаете себя в воздух. Это тоже, спасибо, ребята, за лайки. Это тоже дыхательное упражнение. Вот. Сейчас буду делать... Откуда ты знаешь? Да уже не иногда, уже... Я тебя, наверное, не понял. Ну, бывает, да, когда там не позанимался, дома есть, готовишь, да, и вес заодно переносишь там. Ну, я что-то подумал, ты это имеешь в виду. Ну, конечно, ну, уже после стольких лет уже боксируешь, да, где бы ты, наверное, не находился, иногда бывает. Завтыкал там где-то, да, и начинаешь вес переносить. Вот. Да, ну, я примерно понял, о чем ты говоришь. Да, в разные выступления были, да. Да. Ну, вообще, Магвай, ты знаешь, ты слышал такую теорию, что, оказывается, голыми кулаками меньше травма... Нет, друг, я это самое, сам сейчас живу, да, жены пока нету временно. Нет, да, на кухне я тебе расскажу, если уже на то пошло, да. Когда готовлю хавать, и я, ребятам, у меня видео есть конкретно, это сказано мною. Когда готовлю есть, да, режу что-то, вот доска лежит, ножиком, я переношу вес. Отвечаю за свои слова, я не теряю времени. Я на кухне нахожусь, режу огурец, там мясо, неважно что, готовлю себе хавать и переношу вес. Поэтому я что-то подумал, что ты мои видео смотрел, вот, и да, где-то там это увидел и сейчас спрашиваешь. Я везде стараюсь времени не терять. Да, особенно если пропустил тренировку, я могу и кухонным боксером, и на кухне побоксировать. Да, ты правильно написал. Вот. Магвай, я не договорил, брат, за кулаки. Я недавно вычитал, что, оказывается, меньше травмоопасно. Это ученые уже пишут, ну, уже там типа заключение профессоров, да, медицины там или кого, травматологи, что, оказывается, когда без перчаток они дерутся люди, то меньше травмоопасно, чем у боксеров. Потому что когда типа ты без перчатки, ты бьешь удар, и у тебя мозг сигнал примерно посылает, где соприкасаются кости, да, с мишенью, да, а когда ты типа в перчатках, мозг не раздупляется, и типа в кулачных боях меньше травмоопасности даже, чем в перчатках. Вот. Сейчас Чиполлино, вот дочитываю, сейчас осталось там пару страниц. Вот. Топ-дог смотрел, что это. Топ-дог. Это что, фильм или что-то такое? Вот, ребята, сейчас тоже прыжки специальные. Сейчас специальные прыжки, да, для боксеров. Сейчас специальные прыжки. Вот, ребят. Ноги, становимся во фронтальную стойку, да, пальчики вот так в серединку смотрят, и колени в серединку, да, и начинаем. Я 50 раз делал.
Дышать надо. Это мама я. Вот, ребята, это прыжочки, они в разных видах спорта. Сори, ребята, у меня день, у меня 7 часов вечера. Вот. Ой, я такие ужасы могла, не люблю смотреть. Ну, не то, что там, это, не особо, честно, не люблю вот это такие, короче, меня. Вот. У меня еще день, ребята, пардон. Вот, кто хочет, да, видео в профиле, подписывайтесь. Вот. Тренировки комплексные, бокс. Вот сегодня о беге. Вот эти прыжки, да, ребята, кому интересно, я их делаю не просто как там в кроссфитах, да, разминочные, в фитнесах. Ну, вот это я тоже такое не люблю. Я становлюсь во фронтальную стойку, да, в стандартную боксерскую. Ножки чуть-чуть, коленочки на себя, на друг дружку смотрят. И делаю как пружинку, да, я вот так ноги, я пружиню 2 раза, а потом, да, прыгаю. 1, 2. То есть я добавил в эти прыжки элементы бокса, да, то есть чтобы целенаправленно, ну, кто не хочет, может просто прыгать. 1, ноги расставил, хлопок вверху, да, 1, 2, 1, 2. А кто боксом занимается, да, добавляйте пружинку сюда, вставляйте. Вот. Да, попружинили. То есть добавляйте работу на ножках сюда тоже, да, чтобы прыжки целенаправленно, да, на работу ножек было. Вот. Ну, это такое тоже еще одно с моих, да, доработанных таких упражнений. Вот. Рекомендую уже молодежь, там, кто смотрит, ребята, знают эти прыжки. Сейчас еще буду одни прыжки делать 50 раз. Это тоже целенаправленные на работу ног. Вот. Как они делаются? Вы полностью работаете на пальчиках. Как на скакалке прыгаете. Я просто не сильно любитель скакалки. Да, потому что я... Спасибо за лайки, ребята. Начинал боксировать в 112 килограммах. Я не очень любил скакалку. Признаюсь, это честно. И я ее всегда имитировал, да. Ну, у меня есть разные сейчас уже, когда я там опустился ниже весовой категории, я все равно ее не полюбил. И у меня есть вот это всякие разнообразия. Прыжки вот это 1. И 2 я пальчиками, большим пальцем, да. Брат, а что 32, я не понял, если честно. А, ты не понял я. Ну ладно, напиши мне, что 32 килограмма, я не понял. Вот, я прыгаю, отталкиваюсь, да, пальчиками 3 большим, следующим и 3, да, на ножках специально, как ты, да, в стоечке работаешь. Вот, я делаю 50 раз вот такие прыжки. Отталкиваюсь ножкой, да. То есть 50 прыжочков с хлопком и сразу же, да, практически без отдыха 50 на носочках, да, выпадал вверх. Ну, они как выпады называются, да, потому что ты постоянно на пальцах. Вот так вот у тебя нога работает, да, ты отталкиваешься, нога выпрямляется. Спасибо, ребята, за лайки. 32. Ну теперь не, ну я так и подумал изначально, просто ты пишешь, что 12 лет занимался, ну за тебе 32 килограмма, ты ж вообще малой был еще. За тебе сколько, лет 9, наверное, было. Вот. А что за скини, я не понял, не знаю.
Ну у меня 91, я 90-750 планирую. Вот. Жду, сейчас там ответ дадут, не знаю. Ну, в любом случае, куда-то буду ехать, пока думаю, куда. Ну, я имею в виду, что здесь, по Европе. По Европе. В какую страну, не знаю пока. Вот. Ребятки, сейчас отработка всех ударов, да, кому интересно, оставайтесь, буду технику показывать. Прямые, боковые, длинные хуки, удары по корпусу. Вот. И апперкоты я практически без отдыха тоже делаю. Колумбия. Вот. Это сгонка типа тоже. Это тоже типа сгонки, да, но ее надо, это для бега. Для бега тоже это куртка. Сегодня бег у меня, день бега. Вот, начинаем прямые отрабатывать. Я по 100 раз делаю. В обычной фронтальной стойке. День бега, да, день прыжков, но все равно вот базу, школу все равно я отрабатываю. Я по 100 ударов делаю на каждый комплекс, на каждый удар, да, по 100 повторений, по 50 раз на каждую ручку. Для новичков, ребята, не обязательно быстро делать, да. Ваша задача поработать, чтобы, да, проработать технику. Вот. Уже когда почувствовали, что у вас вес, да, пошел, уже тогда можете ускориться. Вот. Если, ну, для начинающих много, может быть, 100 ударов, да, ребят, делаем по 50, но минимум 50 раз хотя бы делайте, по 25 на сторону. Вот, это мышечная память, да, у вас, то есть вы когда уже, чем больше вы повторяете, да, правильно, только уже начнете повторять, вот, тем вам проще будет в дальнейшем, у вас удар будет на автомате, да, работать. Я 1000 раз повторял, когда начинал, 1000 раз, и рекомендую это делать всем. Эта тренировка тоже, это хорошая тренировка. Все тело работает, ты корпус прокручиваешь, ножки работают, вес переносишь, ручки идут тоже. Вот поясничка работает. То есть даже для людей, которые, да, я же делаю боксерские тренировки, да, не для того, чтобы вы там потом шли спарринговаться. Они просто полезные, ребят. Они полезные. Вот начинайте с 25 раз. Вот. Что там с людьми? Не ругайтесь, пожалуйста, ребята, привет всем. Не надо в чате там это материться. Вот. Чат, там и молодежь смотрит, да, и 15-летние. Не надо там это самое, глупости всякие писать. Вот, сзади кто-то стоит. Что там, кто там стоит? Никто не стоит, есть только сверху, да, тот, кто все видит. А тот, кто стоит сзади, он сзади и будет всю жизнь стоять, ребят. Так что мне да, все равно, кто там стоит абсолютно. Вот. И, ребята, для новичков советую, да, выбрать, ну, когда отрабатываете удар, всегда чуть-чуть выше горизонта, да, тренируйтесь, чуть-чуть выше. То есть на свой рост вы всегда, да, сработаете, удар будет нормальный.
всегда чуть-чуть ручка выше. А когда отрабатываете, чуть-чуть выше кулачок, чем ваше плечо. Чуть-чуть. Вот. У меня Бельгия, ребят. Вот, да, ну это. Вот. Так что по 50 раз, да, для новичков повторяем. Перерыв в максимум 30 секунд. Я и то меньше делаю, я не больше 15 секунд между, да, повторами делаю. Вот сейчас сразу начинаю след. То есть, ребята, для новичков, да, старайтесь медленно вот все делать. Поворот корпуса, да, потихоньку вес пошел с ножки, поясничка, да, и удар, и ручку выкинули. Вот. Я делаю, да, как мне удобно, потому что я знаю, как делать. Да, новички начинают отрабатывать вот медленно. Раз, два, раз, два. Вот. Вот, ребята, новички отрабатывают технику. Друг, тебе если что-то не нравится, да, можешь там перелистывать дальше, идти смотреть. Вот. Тут люди приходят, кому интересно, да. А если что-то происходит в эфире, плохо слышно или плохо, конечно, пишите, ребят. Вот. Если плохо видно или плохо слышно. Какие прямые? Какие прямые, Дмитрий? Так покажи, скинь людям видео в этот самый. Прямые. Димка, если тебе это самое что-то не нравится, можешь смело пролистывать и идти дальше, пожалуйста. Если ты все знаешь, зачем ты сюда пришел? Здесь те, кто не знают, тренируются. Вот, поэтому мы учимся, да. Ты если знаешь, или подсказывай, или проходи мимо тогда. Вот и все. Вот. Ребята, все удары отрабатываем. Да, сейчас будут хуки. Вот. Прямой, длинный боковой, хук, удар по корпусу и апперкот. Вот. Это что эти умники. Вы бы хоть раз бы скинули какую-то стоящую информацию. Это мамкины чемпионы. Вот. Все, следующие хуки, ребята, делаем.
Да, начинающие ребята технику отрабатывайте. Да, повернули с ножки, пошел вес, повернули корпус 90 градусов. И хук тоже, ручка тоже, угол 90 градусов. Вот, идет. Вот, полностью разворачиваю сюда 90 градусов. Вот, в процессе отработки делаем медленно, чтобы понять, как вес с ножки, да, переходит в корпус, вкручивается и отсюда вылетает. Вот. Медленно. Раз, два, раз, три, четыре. Докручиваем корпус сюда. Спасибо за лайки, ребят. Вот. Все, следующий. Я не знаю, что там у вас за звуки, ребята. Я дышу, делаю выдох. Не знаю, может микрофон лежал на полу, я не знаю. Спасибо за лайки. Вот, следующие тоже отрабатываем по очереди. Потом корпус, апперкот, да. И будет кросс, буду бегать. Сегодня на носочках начинать. Спасибо за лайки, ребятки, спасибо большое. Сегодня буду начинать бегать на носочках. Первый день у меня сегодня. Не, я в таком темпе занимаюсь. Это нормально, ну, нормально. Без проблем, абсолютно. Я практически не делаю пауз, когда тренируюсь. Сейчас чем я занимаюсь или вообще в общем? Конкретно можно вопрос уточнить? А чем ты занимаешься в жизни, завтра, сейчас, позже? Конкретно вопрос, пожалуйста. Потому что вопрос не конкретный, не корректный. А чем ты занимаешься? Не знаю, сейчас стою. Да, чем? Чем сейчас и каким спортом? Сейчас делаю, отрабатываю удары, да, боксерская техника, классическая. Вот, делаю разминку, да, делаю упражнения для мышц ног, да, специальные прыжки. И буду делать кросс, вернее не кросс, а бег трусцой на носочках, да, для укрепления голеностопа, икроножных мышц, да, и квадрицепсов. Вот. И ну, сегодня такой день, да, общеукрепляющая тренировка. Вот, а сейчас просто отрабатываю удары, да, потому что вообще занимаюсь боксом. Да, ну, акцент бокс, да, комплексные упражнения, да, делаю для людей, кто хочет. Акцент бокс все, да, у меня. Ну, в большинстве, да. В большинстве тренировок, в большинстве комплексов, во всех упражнениях акцент это бокс, но он не подходит любому человеку. Это если бокс говорю, это не значит, что надо будет идти там на спарринги или драться где-то. Общеукрепляющие в основном, да, физкультура, эфир здоровья. Вот. Каждый день в эфире, кроме воскресенья, ребят. Кому интересно, смотрите видео в профиле, приходите, спрашивайте, задавайте вопросы. Вот, тренировки дома, о спортивном инвентаре, о спортивной экипировке, основы бокса, бодибилдинг, легкая атлетика. Разные темы, ребят, разные темы. Вот тоже, ребята, то же самое, но когда по корпусу бьем, да, чуть-чуть сюда вес перекидываем, и ручка чуть-чуть опускается, вот. Техника чуть-чуть другая, не такая, как у, да, у бокового, у прямого, он идет с плеча, а здесь надо ручку чуть-чуть опустить, вот, чуть-чуть опускается. А так все то же самое, да, вес, раз отсюда пошел, раз, вот. То есть принцип тот же самый, вес с ножки в корпус, да, и проворот на 90 градусов, но идет не с плеча, а идет
ручка чуть-чуть опускается. Раз, два, три. Вот. Ну, левая сторона то же самое. Да, ребята, кто начинает, делайте медленно, чтобы принцип, да, работы. Вот. Можете чуть-чуть вес, да, пораскачивать, чтобы понять смысл. Добрый вечер, Орлан. Сегодня о беге был эфир, да, показываю отработка ударов. Вот, если что, будет завтра в повторе. Вот, там о беге я рассказывал. Ну, в принципе, информация, ты уже ее слышал, я думаю. Вот, так что для начинающих вес, да, почувствуйте. Вот, перенесли. Вот, то же самое на левую. Чуть-чуть сюда просели, ручку чуть-чуть опустили. Вот, и пошли отсюда. Вот. Вот. Спасибо, ребята, за лайки. Вот. Рассказываю про обувь, про то, как, да, кто боксом занимается, чтобы укрепить ноги, да, икры, разработать функционал на ногах, да, чтобы бегать на носочках. Вот сейчас я буду начинать, сегодня первый день. Сейчас километры буду бежать, Орлан. Спасибо за лайки. Сегодня буду бежать километр. Делал разминку, делал прыжки 2 вида. Сейчас удары, вот еще апперкот. И побегу 1 километр на носочках трусцой. Это один из видов бега. Трусцой на носочках. Приходили люди в эфир, да, советовали. Там, ну, много было сегодня там много людей, много общения было. Ну, ты ничего не пропустил, разминку ты знаешь. Прыжки 2 вида ты знаешь. Тянул икры, ножки, да, тянул, кончики пальцев растягивал. Вот, и сейчас буду бег делать, потом будет баскетбол и все. Сегодня такая, больше функционал для ног, вот тренировка. И попробую сегодня, первый раз в этом году буду бежать аж целый 1 километр. Ну, это первая тренировка, да, бег будет. Вот, апперкоты, ребята, то же самое, ручка чуть-чуть сюда заносится. Двумя спортами сразу, армейским, рукопашным дометром. Класс, я тоже очень рад, спасибо, ребята, очень полезно. Рекомендации, советы, пожалуйста, пишите, я приветствую, очень рад. Я гиревым спортом тоже занимался в молодости, да, рукопашкой занимался на улице, в основном боксом занимался. Punch, like, punch, like. Punch, like. Okay, hi guys, hello everyone. I am boxing, bodybuilding, athletics, CrossFit trainer. I have video broadcast for people who want to start boxing, athletics, CrossFit, combat training live. Subscribe, like, comment, guys. Вот. Да, я тоже, друг, больше 20 лет занимаюсь спортом, и тяжелая атлетика, и борьба, и бокс. Да, сейчас вот блог сделал, вот, чтобы общаться, да, с людьми, со спортсменами, с начинающими, с функционирующими, да, делиться опытом, да, поддерживать как-то друг друга там, ну, спасибо за лайки, ребят. Вот, такой план у меня, 3 месяца только каналу. А, тебе 14 лет? Ну, так приходи, у меня тут ребят много таких. Класс, ничего себе, а ты уже и занимаешься гиревым спортом уже? Ничего себе. Так ты крутой, молодец, молодец, класс. Но сильно большие веса не бери, тяжелую атлетику, потому что большой вес садит рост. Тебе тренер рассказывал,
что садит рост. Штанга, да, если молодой еще, тебе еще до 23 расти, рост идет. Поэтому вот эта штанга наверх, старайся большие веса не брать. Гири, ну, тоже, ну, короче. В общем, советуйся со старшими, да. Вот. Какие. Ну, молодец, спорт это классно. Молодец, занимайся. Апперкоты, ребят. Принцип тоже, ручка чуть-чуть опускается, вес переносится, вот. И отсюда руку не задерживаете, она летит вперед. Вот, ручку не задерживаете, нигде не останавливаете. Вот это, ребятки. Hi guys, hello everyone. Ну правильно, большие, я имею в виду, ты понял, штанга. Гири нормально. У меня тоже с твоего возраста дома 16, 24, 32 всегда были. Я занимался тяжелой атлетикой тоже. Мастер спорта по тяжелой атлетике, но уже в бокс ушел давно. Вот, я гиревым спортом подкидывал, да, вот это упражнение, я это все знаю, я это все делал в твоем возрасте, когда был. Hi guys, hello everyone. I not good speak English, not speak Korean. Subscribe, like, comment, guys, Combat Training Live every day. Вот, except Sunday. Да, просто меньше нагрузки давай со штангой, потому что штанга рост садит, особенно большие веса, тебе еще расти, да, в длину. Вот. Вот. Спасибо за лайки, ребята. Лайк, subscribe. Hello, hello, hello. Hello, everyone. I speak Anglais, français. No speak Korean, no speak China. Sorry, guys, sorry. I have a profile video broadcast for people who want to start boxing, athletics, CrossFit training, Combat Training Live. Salam alaikum, Nizar. Привет. Привет. Баба. Non, salam. No. Ça va. Non, aujourd'hui, non. Hello, you said you will understand because there are أنا lot. دفعت كنت هفقعكم بوكسات عن جد أنا. أكثر شيء جاي. ليش أنا عندي؟ Да пусть приходят, пусть пишут, все равно пусть пишут. Потому что я же в Бельгии, да, мне, ну, у меня выкладываю видео на разных языках. У меня и корейский, и итальянский, и немецкий, и французский, и английский, и русский, ну, в основном на русском, понятно. Я выкладываю на разных языках, поэтому ребята приходят с разных стран, пишут мне, тоже там интересуются, я сижу, отвечаю, за одно язык сразу учу. Вот. Все, окей. Спасибо, да. Приходи в эфиры, приходи. Так а что, это ты засмотрелся? Это ты засмотрелся.
Это ты смотрел, понял, внимательно. Я делал. Начал за меня переживать, короче, вошел вот это в роля. И, класс, прикол, спасибо, смешно было. Все, ребята, сейчас буду километр бегать, да, включаю сейчас. Блин, кто-то пишет, кто-то может перевести, пообщаться с человеком, если не тяжело, ребят. Пообщайтесь с человеком, вот кто-то пишет или с Китая, или с Кореи. Переведите этим самым переводчиком и ответьте, скажите, что это тренировки. Спасибо большое, приходи. Я каждый день делаю, кроме воскресенья, у меня эфир здоровья, тренировки. Вот. Я сам тренируюсь, тоже планирую на соревнования. Ребята, ответьте человеку, если не тяжело, напишите, что это... Спасибо, брат, спасибо. Ответьте, напишите, что это бокс здесь, да, бодибилдинг, там, атлетика. Потому что я сейчас буду себе, ну, я же параллельно еще занимаюсь. Вот, спасибо за лайки, ребята, спасибо. Вот, ко мне приходят тоже тут молодежь. Это Бельгия вообще, брат. Я в Бельгии, да, вот. Приходят тоже тренироваться молодежь такого возраста, как ты. Вот, ребята, если не тяжело, ответьте, пожалуйста. Да, я сейчас примерно померяю, сколько тут шагов в поле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20 и 40, 60 метров. Это мне надо 20 полей пробежать. Вот, ребята, еще советую, да, кто бегает по полю, да, допустим, кто бегает по кругу. Блин, прикольно. Ничего, а что? Да как, что, жизнь, учишься, блин, вот, тренируюсь, да, пытаюсь что-то людям полезное, да, потому что, ну, надо что-то делать. Учусь, хожу, учу язык, да, подработки там бывают время от времени. А в основном спорт, потому что я всю жизнь спортом занимаюсь. Вот. Что-то хотел сказать. Для тех, кто, ребята, кто бегать начинает, да, кто будет бегать по кругу или по полю, 10 кругов бегаете в одну сторону, потом меняетесь и бежите в другую. Это полезно. То есть это так надо делать, потому что если вы будете по 50 кругов бежать в одну сторону, наклон идет, нагрузка, да, на поворотах на одну часть стопы и на одну часть мышц. Поэтому меняем, чередуем. 10 кругов пробежали, развернулись и побежали 10 кругов. У кого у вас, я не пойму, вот. У кого у вас работа? Это тренинг. Look, fight me. Fight me, а вот fight. Look, see. Look. No, big like this. Look. No, good, no. Айва? Какая работа? Я не знаю просто, о чем ты спрашиваешь именно. Я не понимаю, какая работа? У меня работа... да я не знаю, дело в том, что я с Украины, я не с России, я с Украины. Я приехал уже года сколько здесь? В 22-м, я до войны приехал за месяц. Уже в разных странах пожил. Но мне французский понравился, у меня тут рядом, да, и друзья. Ну, короче, я здесь просто выбрал для себя как... Да не, друг, это они приходят ко мне тренироваться. Я сегодня не взял ни перчаток, ни грушу. Ну, грушу они сами приносят, я им даю. И я их чуть-чуть подучиваю. А сегодня у меня кросс, да, и прыжки. Я не брал сегодня. О, Мухаммед! No good, oh. Короче, гонят, балуются. Вот. Поэтому это мои, они приходят ко мне, там мяч, бадминтон, я их чуть-чуть учу. Ну, пусть хоть лучше спортом занимаются, чем глупостями с какими. Да работы нет, здесь вот это в этой стороне, где я, в Валлония, да, это же Бельгия поделена на 2 части. Здесь с работой, конечно, не фонтан. Ну, я там нахожу, бывает. Ну, вот. Поэтому активно, да, вот занялся Ютубом, я давно планировал уже, да. Вот, и, короче,
такую не придумал, а я это хотел давно сделать, сейчас делаю. Мухаммед Марасид. Да нет, это что же приезжие все пацаны. Это, ну, молодежь, родители привезли еще детьми. Ну, я хоть и, да, интегрируюсь, я с ними общаюсь, то английский, то французский, да, для... Вот. Короче, я померил, у меня поле 60 метров. Я сегодня бегу 1200, я буду бежать 30 кругов в одну сторону и 30 в другую. Ребята, все, кто начинают бегать, мои рекомендации: 10 кругов в одну сторону, 10 в другую. Ну, или же так я буду бегать. Это для того, чтобы не было у вас нагрузки на одну сторону, да, то есть вы когда бежите, вы делаете повороты постоянно по углам, да, срезаете углы. Ну тоже нормальное упражнение. Вот, спасибо, ребята, за лайки. Поэтому меняйте курс, да, побежали в одну сторону, через 10 кругов побежали в другую, если вы не по пересеченной местности бегаете. Все, я побежал, у меня это 60 кругов. Вы там пообщайтесь пока, если что, поддержите мне этот самый стрим. Вот, спасибо всем. Всем спасибо, кто пришел, ребятки, видео, подписывайтесь. А я сейчас, да, на носочках побегаю, потом вам расскажу свои ощущения. 60 кругов надо бежать. Сегодня у меня первый день вот, кроссов. Ну как, это не кросс, это бег на носочках. Вот это труссоем называется, да, это для укрепления мышц ног. Вот. Специфический это бег вообще он считается, да. То есть конкретно работает, у тебя нагрузка идет очень большая на те мышцы, которые задействованы в передвижении, да, когда ты боксируешь. Вот. Когда ты боксируешь, ну или другие, да, единоборства боевые. Вот. Работаешь на носочках. Вот этот бег как раз он дает, развивает все нужные необходимые мышцы. Вот. Так что, ребята, полет нормальный, 2 прямых и апперкот. Полет нормальный. 4-й круг. Вот. Так что, кто там, ребятки, начинающие, пробуйте, экспериментируйте. Вот. Я решил сегодня с километра начать. Вообще максимум на носочках у меня доходило до 5 где-то. Больше 5 я не бегал никогда. Вот 5 вполне достаточно. Ну, начинайте, понятно, можно начать и с 500 метров, потому что специфический бег. Вот. О, а что если мне телефон с собой взять? Короче, я же могу взять телефон и общаться, да? А я, короче, не подумал. Я ж могу взять телефон и бегать же, правильно? Вот. А что я не взял? Я не понял сразу. Короче, немножко протупил, если что. Вот. Все нормально. 300 метров, полет нормальный. Бег на носочках. Идет 5-й круг уже, 300 метров. Сейчас включу себе эту программу там специально. Вот. Сегодня посмотрел свои результаты за прошлый год. Ну, там 300 с чем-то километров у меня набегано было в 24-м. А в 25-м только начинаю, это первый день. Короче, нормально, да? 4-й месяц в году, первая пробежка. Ну, короче, разленился конкретно. Вот. Вот. Хочу включить эту, да, программа. Нормально, классно. После разминочки, после прыжков, да, это как раз пробежечкой забить как раз. Вот. Нормально. Для функционала, для работы на ногах
идеально. И этот же бег, получается, ты трусцой делаешь, ты не бежишь. Ну, я, допустим, так делаю, я не знаю. Он там у ребят, у легкоатлетов спрашивал, как, что они говорят, да, бегай для бокса, главное, там, ускорение. Ну, это я сам знаю. Вот. Бег в различных темпах, по пересеченной местности, под горку, с горки, вот, рывками. Это все для бокса. Очищ, а ты? Я не понял, брат, что ты пишешь, а ты очищ своих спортсменов боксом. А, учишь ты, имеешь в виду? Ну да, они приходят. Ну, это ты же знаешь, что такое бокс. Вот, бокс это надо понять, что это твой, да, спорт, понимаешь? Ну, ты ж в спорте, да, ты должен понимать, о чем я говорю. Вот. Бокс это такой вид спорта, да, что человек должен понять, что это его. То есть тут же ты не будешь заставлять, если человек не хочет. Я ж не буду ему навязывать там грушу бить или удары отрабатывать, правильно? Это, это же для любителя. Понимаешь? То есть, ну, да ничего страшного, я понял смысл. Вот, поэтому тут уже, да, как от желания зависит, как человек. Вот. Ну, ребята приходят, молодежь тоже вот интересуются, спрашивают, да, мне есть там с кем поделиться. Ты вот пришел тоже. Вот. Сегодня у меня чисто функционал. Вот. Разминка такая хорошая, плотная, растяжка. Вот, прыжки были 100 прыжков. Потом по 100 ударов. Спасибо за лайки. Потом по 100 ударов. Ну, ты понял, прямые, да, длинный боковой, хук, жеб. Вот. Ну, в смысле, жеб прямой, это я считаю. Сейчас фронтальной стойки делал. Корпус, апперкоты. Вот, спасибо за лайки, ребят. Вот. И сейчас вот у меня заминка. Ну, как не заминка. Кросс, да, на носочках я бегу. Вот. На носочках трусцой получается. Вот. Укрепляю тоже функционал. Чисто на носочках. Вот. Для функционалки, да, чтобы работать. Вот. Чтобы работа на ногах, улучшить работу на ногах. Вот такие дела. Спасибо за лайки, ребят. Вот. Так, уже... А, подожди, я неправильно посчитал. У меня получается круг 60 метров. Я уже это бегу 8-й круг. Да, и потом 10 в обратную сторону побегу. Уже почти полкилометра пробежал. Вот. Ну, вроде дыхалка нормальная. Еще бегу, разговариваю. Слава богу. Так что в 40 лет, я думаю, нормально. Не, ну тогда я себя успокаиваю. Надо улучшаться в любом возрасте. Вот. Ну, смысл в том, что полет нормальный, да. Вот, и самое главное. Вот. Это самое главное. Ну и провел сегодня, да. Ребятам тоже рассказал, для чего. Вот на носочках бегать. Вот. Что развивает. Да, еще чуть-чуть можно отталкиваться, кстати, ребята, кто еще смотрит. Вот, по поводу бега. Вот. Эфир был о том, как бегать, да, на носочках. Вот. Хотел добавить, когда вы бежите, когда вы делаете, бежите, да, на носочках, отталкиваетесь, да, когда ступаете, отталкиваетесь так же точно, как и в прыжочках. Техника боксерская. Отталкиваетесь пальчиками, да, бежите, вот, и пальчиками отталкиваетесь, вот. Вот. Чтобы улучшить функционал. Вот, это вот, важная информация. А так нормально, полет нормальный. Вот, старт положен сегодня, да, кроссом. Все, всем хорошего времени суток. Вот, так что, ребятки, кто хочет, приходите тренироваться. Очень много видео уже в профиле. Вот. Так, все, 10 кругов бегу в обратную сторону. 10 в одну, 10 в другую, километр 200 получится. Ну и заминка.
Окей, окей. Пацаны в меня стреляют. Это... Окей, it's okay. No problem. Вот. Поэтому вот сегодня, да, функционал, работа на ногах, прыжочки, разминка, труса на носочках, for amen, for amen. Да, это и могу. Я не пойму вопроса. C'est le premier qui marque un but, du coup. Comme ils sont là. Я не пойму вашего вопроса, я не знаю, что вы спрашиваете. Фор для мужчины. Я не знаю, мне какая разница. Я просто не пойму, что вы имеете в виду. Так что, ребята, кто хочет, да, начать тренироваться, видео в профиле комплексные тренировки. Вот с чего начать, чем тренироваться сегодня. Кроссы, да, бегаю на носочках, трусцой. Функционал сегодня, да. Вот. Первая тренировка, ну, я имею в виду бег. Да, труса, бег на носочках рекомендуется для людей, которые занимаются боевыми видами единоборств. Да, кто вот, хочет улучшить функционал свой. Вот. Различные виды бега буду уже сейчас бегать кроссы. Вот. Беги с ускорением специальные. Вот, кто занимается боксом, это полезно. Комплексные упражнения, тренировки, основы бокса. Вот у меня в профиле можете найти, это эфир здоровья. Кто не знает, как начать тренироваться, с чего, приходите, подписывайтесь. Я рассказываю, обучаю. Вот. Каждый день в эфире, кроме воскресенья. Ребята. Так что, пожалуйста, кому интересно, кому интересно, подписывайтесь, делитесь опытом своим, вот. Приходите на тренировки, тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. В эфире отвечаю на вопросы по тем программам, по тем тренировкам, которые у меня есть в видео. Вот рекомендации, советы по правильное питание, коррекция фигуры, спортивная амуниция и так далее. Так что всех приглашаю для тренировок, для обмена опытом. Ребята, кто тренируется, тоже спортсмены, приходите. Рассказывайте, как тренируетесь вы, какие виды спорта, какие достижения, какой прогресс, что делаете. Вот. Всех приглашаю к себе в эфир. Эфир здоровья. Сейчас бег трусцой на носочках. Это для функционала специально. Для укрепления мышц ног конкретно, которые направлены, да, на работу ног в боксе, в боевых единоборствах. Вот. Так что, кому, ребята, интересно узнать что-то новое, да, подписывайтесь, приходите в эфир, задавайте вопросы, занимайтесь спортом. Спорт — это классно. Вот. Организм вас отблагодарит по-любому. Вот, потому что спорт — это супер. Занимайтесь правильно, правильно питайтесь, правильно дышите. Вот. Особенно кто уже в возрасте, да, кто никогда не занимался, ребята, заниматься нужно тоже правильно. Вот, потому что даже физкультура, любой вид спорта, надо подходить грамотно, надо планировать правильно, надо правильно питаться, да, чтобы получить результаты хорошие. Вот это все у меня можете в блоге найти. Вот.
Это то, для чего создан мой канал. Вот. Эфиры здоровья. Вот. Комплексные тренировки. Легкая атлетика, бодибилдинг, бокс. Ай-яй-яй-яй-яй. Что такие дела, ребят. Приходите. Делитесь своим опытом, кто тренируется тоже. Я тренируюсь дома. Сейчас зал далеко. И веду тренировки для людей, которые хотят тоже начать тренироваться. Не знают чего, не знают как. Рассказываю, даю информацию. Вот, сам тренируюсь. Водолах. Вот все, ребятки, сегодня да, буду заканчивать уже. Ну как заканчивать, еще баскетбол. Вот. Все, километр 200, да, на носочках побегал, хорошо. Вот. Тренировка прошла сегодня вот, на уровне хорошем, да, полезном. Слава богу. Всем спасибо, кто приходил. Крутой Леон, ничего себе. Я в Бельгии, друг, Бельгия. Это Бельгия. А ты откуда? А чё офигеть? Чё офигеть? Ну да, красиво, но это Валлония, это, да, южная часть Бельгии. Здесь считается такое, это ПГТ, 5000 человек, да, здесь у него живет население. Вот. Не, мне тоже нравится, тут сохранено, знаешь, история ихняя вся, оно все здесь сохранилось. Вот, в том виде, да, в котором была, потому что здесь почти никогда не было, ну ты понял, ничего такого, что могло, да, разрушить. Нет, да, это все тут, блин, по 300, по 400 лет сооружением. Они вот что-то, люди живут, да, дома пооставались от прадедов, они просто ремонт в середине делают, облицовку. Да, здесь это, да, я тоже заметил, когда приехал сразу. Вот, а вообще тренировки, эфир здоровья у меня, да, я тренируюсь, тренирую людей здесь и, да, у себя на канале приглашаю, вот, рассказываю о боксе, о бодибилдинге, о легкой атлетике, да, занимаюсь сам, тренирую людей, приглашаю к себе на тренировки, рекомендации, да, спорт, да, вот. Так, на одну секунду. Не-не-не, я боксю, ну, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, борьба. У меня вообще комплексные тренировки, у меня больше 20 лет стажа, я комплексы делаю, да, ну, сам тренируюсь, людей обучаю, да, и вот это канал сделал, да, для того, чтобы вести эфиры тоже, чтобы людям-то свои знания передавать. Ну, сейчас пока сам, здесь 70 километров у меня ближайший зал боксерский. Да, у меня все есть, у меня там он видео, если интересно, зайди, посмотри. У меня и груши, и гантели, и гири, и штанги, и резины, и спандеры. У меня все здесь, мячи какие хочешь. Вот. Ну, я сам себе тренер, у меня стажа очень-очень много. Мне не нужен зал. Это им надо ко мне идти, да, чтобы... Это им ко мне надо приходить, чтобы... А не мне к ним в зал идти, понял? Ну, типа такого расклада, короче. Сейчас приду. Ah, ça a peur, hein. Viens, on fait ça. Le badminton, tu vois. Vas-y, prends-le. Vas-y. Viens. Vas-y, recule. Vas-y, j'ai l'idée. Le milieu. Ça y est. 1-0. Vas-y.
Ребята, эфир здоровья. Всем привет. Сейчас приду. Всем привет. Да, тренировки онлайн, ребята. Видео в профиле. Вот, кто хочет тренироваться, приходите. Эфиры каждый день. Вот у меня, кроме воскресенья, основы бокса, бодибилдинг, легкая атлетика. Вот, тренировки онлайн. Эфиры, да, кто присоединяется. Вот, ребята, можете тренироваться по моим программам. Да, я как техподдержка, да, у вас каждый день в эфире, кроме воскресенья. Уже кроссы начались, да, рассказываю о легкой атлетике, как бегать, вот, про амуницию, про спортивную, да, про питание, коррекция фигуры, то есть все связанное с спортом, то, что идет параллельно, да, питание, амуниция, спортивный инвентарь, вот, упражнения с разного вида спорта, вот, основа у меня бокс идет, да, но я занимался разными видами спорта, сейчас созданы свои комплексы, да, специальные, вот, которые я сам делаю, да, вот, сам практикую, то есть все проверено годами уже, да, техника и вот сочетание различных упражнений, которые вот у меня с разных видов спорта, то есть эфир здоровья, да, чтобы улучшить, кто хочет свои физические, да, данные, научиться чему-то новому, основы бокса, вот, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика. Авар, бонсуари. Так что приходите, ребятки. Я сегодня, я как всегда, у меня уже дети все поуходили. Я пришел первее всех, у меня уже поуходили все дети, и я еще заминаюсь, у меня еще баскетбол. Короче, страшный, 40 лет, да, перегулял всех детей с 5 часов вечера, уже группами поприходили, одна группа, вторая, третья, все поиграли, ушли, а я еще тренируюсь. Вот, так что вот к такому состоянию физическому вот, приводят мои комплексы, да, которые я делаю, которые я предлагаю людям, которые есть у меня на канале, в моих видео, к такому физическому чудесному состоянию. Вот, слава Господу Богу за все. Вот, так что всех приглашаю, ребятки, подписывайтесь, приходите. Вот. И эфиры каждый день, кроме воскресенья. Вы можете прийти, задать вопросы. Вот, задать вопросы онлайн. Ну, вот, увидели у меня, да, упражнения, комплекс. Начали заниматься, что-то непонятно. Я всегда в эфире отвечаю, подсказываю, объясняю, показываю, как могу, да, это передать вот, в эфире. Так что, ребята, всех приглашаю. Спортсмены тоже, ребята, у кого есть время, кто тренируется, приходите, давайте советы, потому что молодежь приходит смотреть, да. Вот. Тоже всех приглашаю, рекомендации, советы по спорту. Вот. Всегда очень важно мнение мне спортсменов, людей, которые опыт имеют. Вот цель эфира, эфир здоровья. Вот поэтому всех приглашаю. Очень много информации для новичков, людей, кто не знает, как заниматься, может, хочет тренироваться, некогда в зал ходить, или время свое ценит, потому что сейчас поход в зал, это, да, надо поехать, добраться до него, 2 часа только потратить, чтобы попасть туда надо. Вот, поэтому, кто ценит свое время, приходите ко мне, я покажу упражнения, которые вы можете самостоятельно делать, ну, как выучить, да, посмотреть, запомнить, и самостоятельно тренироваться, консультироваться. То есть вот такой эфир здоровья, тренировки онлайн, тренировки для начинающих. Вот. Рассказываю, с чего начать, как тренироваться. Вот. Разные направления есть, и комплексные. Спасибо за лайки, ребята. И классические тренировки, да, просто общие, как физкультура, да, разминки, прыжки, упражнения на пресс, на поясницу, для шеи. Ну, короче, упражнения на все части тела, да. Вот. Поэтому, ребят, пожалуйста, приходим, тренируемся совместно, либо же по моим комплексам. Так проспонсируй, я вставлю себе зубы. А что тебе мои зубы? Не понравились зубы? Ага.
Ну, не у всех же ж голливудская улыбка, Михаил. Если есть возможность, там есть у меня, да, сайты, там, вот это ссылки, да, можешь материально помочь, я себе улучшу, если тебе не нравится на меня смотреть. Да, скинь денег, я себе сделаю, потом меня увидишь уже с новыми зубами. Вот, друг, если ты так переживаешь. А если ты, ну, просто такой шутник, то это чат спортсменов, да, сюда спортсмены приходят, вот, делятся своими опытами, да. Ну, некоторые повыбивали, да, зубы на улице, на тренировках, вот. Если есть возможность помочь, я буду тебе благодарен. У меня там есть Patreon, Boosty, PayPal, вот. Если переживаешь, поучаствуй. Как-то так, Миш, как-то так, да. Потому что, знаешь, посмеяться я тоже могу, ну, если у людей какие-то, да, вернее, я не делаю так, я неправильно выразился, да. Вот. У меня зато челюсть, Миша, крепкая, да, проверена уже. У меня нижняя челюсть вперед чуть-чуть выдвинута от природы, да, так вот. Так что, ну, можно исправить, если есть возможность, помоги, я исправлю. Приветствую, приветствую, добрый вечер всем, ребята, тренировки онлайн. Вот. Ребятки, сегодня кроссы были. Кому интересно, завтра видео будет в профиле. Очень много информации было и общей, да, для общего развития, и для боксеров целенаправленно, для тех, кто единоборствами занимается, боевыми, да. Ха-ха, друг, у меня заминка уже. Арти, у меня заминка, брат, заминка уже, все. Реально заминка. У меня сегодня и кроссы были, и разминка, и прыжки, и удары. Только что был кросс, бегал на носочках. Да, это специально функционал улучшать на работе на ногах. И сейчас заминка баскетбол. 2 часа 7 минут эфир, брат. 2 часа 7 минут, отвечаю, тебе хорошие тренировки. Уже заканчиваю, сейчас раскидываюсь, чуть-чуть с людьми общаюсь и пойду. Что завтра надо там по делам лететь, 100 километров в дороге быть. Вот, надо чуть-чуть отдохнуть. Спасибо, ребята, за лайки, эфир здоровья, приходите, подписывайтесь. Вот. Кто занимается, ребята, приходите, советы, вот, рекомендации, делитесь своим опытом. Да, кто какие тренировки делает, приходите в эфир. Вот. Ух ты, Олаф, держи себя в руках, дружок. Это ты себе команду дал, а у тебя уже что, последок у тебя, да, подходит. Ты чувствуешь, что у тебя последок, да? Ну, брат, что я тебе могу сказать? Исповедуйся, пойди, да, не знаю, как-то покайся, может быть, в чем-то. Если тебе уже пора кукарекать, да, и у тебя уже последок, то я тебе сочувствую, дружок. Я тебе сочувствую реально. Вот. Это Бельгия, брат, это Бельгия. А то тут это обиженные залетают, да, с перепугу. Вот. Обиженные или униженные, да, или просто там у них проблемы какие-то свои внутренние, может, бесноватые просто. Вот кидаются на меня постоянно. Ну ничего, я вас вылечу. Я вас вылечу. Я понял, брат. Я в Бельгии. Приходите, я вас подлечу, там вот этих всяких кукарекающих и всех остальных. Прям через телефон прямо вылечу. Вот. Привет, братья, привет. Да, что угодно я тебе это скажу, ты что? Ну, приезжай сюда, может, я тебе могу адрес дать, что меня пугаешь, или что, в лицо мне скажешь. А ты что вообще говоришь, слышишь, ты? Давай едь, я тебе сейчас адрес, напиши мне, чтобы тут не в чате, я с Намюра. И что же ты с Намюра? И что же ты с Намюра? С Намюра ты. И что ты же пугаешь тут кого-то или что? Уже таких, знаешь, как это, ты... Видели уже, знаешь, много таких умников. Вот. Так что... Да нет, адрес я тебе дам. Напиши мне в личные сообщения, я тебе дам адрес. Вот. Зачем мне тут при людях, при других адреса какие-то давать? Вот. Вот. Давай адрес. Что тебе еще дать? Едь, давайте, что не да. Я тебе могу сказать, город Жидин. Приедешь сюда, напишешь мне на почту, там есть.
у меня в email Жидин город, запиши себе. Напишешь, вот приедешь и напишешь мне на почту, я выйду к тебе, скажешь, где ты стоишь. Только ж сам приезжай, если приедешь с такими же, как ты, да, с бандой, вот, то, ну, я ж тоже не сам тогда приду, понял? Сам приезжай и поговорим. Вот, дружок. Вот тогда ты мне скажешь, вот это ответишь за первое свое предложение, да? Подключим людей, если надо будет, да, в конференцию, все. Давай, едь, я жду тебя. Вот. Я, ребята, в Бельгии, у меня вот 8 часов. Давай, едь, я жду. Давай. Там же ж переписка, ж я сейчас сделаю скрин. Вот, и ты будешь же отвечать за свои слова. Вот. Вот. Да зачем мне, кстати, переписка? Мне переписка не нужна, в принципе. Вот. Да какие разборки, ну, пишет там кукарекни, там еще что-то. Вообще, ну, это человек неадекватный какой-то, понимаешь? Вот. Здесь эфир здоровья, да, люди общаются о спорте, он о своих петушиных каких-то делах мне пишут. Вот. Ребята, извините, у меня 7 часов вечера. Вот. Да не, никаких разборок нету, просто за словами не следят за своими. Вот. Так я и общаюсь, брат, у меня тренировка, я закончил, ко мне люди приходят, меня, ну, мне просто, он мне хочет ко мне в гости приехать, мне что, отказаться, пусть приезжает. Вот, хочет человек пообщаться, пусть приедет, пообщается. Вот. Да, ребят, все нормально. Я не обращаюсь. Ну, человек проявляет инициативу, пусть едет. Ну, в чем проблема? Тут таких ездаков уже знаете, сколько было за жизнь. Вот. Уже наездила их столько, что вот. А потом, блин, деньги им давать или еще что-то, зубы вставлять. Да понятно, брат, я понимаю. Ребятки, у меня 7 часов вечера или 8, поэтому вот. Без, ну, у кого там видео останется в профиле. Сегодня был кросс, бег, да. Вот, рассказывал о разминке. Там были растяжки, дыхательные упражнения разные. Вот. Да я не обращаю, ну, не, серьезно, я и не обращаю, но мне не надо. Вот, я просто, знаешь, обычно таким людям, которые такое пишут, им еще хуже, чем, ну, тем, кому они это пишут. Так что обращать внимание не стоит. Спасибо, ребят. Каждый день тренируюсь, эфиры, вот, кроме воскресенья. Так что приходите, делитесь опытом тоже. Вот, а ты в Польше где живешь? Я в Варшаве прожил там почти 2 года. Вот, потом поехал дальше. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Ты понял, да? Слава Господу Богу за все. Я очень рад, что единомышленники приходят. Вот. Спасибо. Вот. Ты где там в Польше живешь? В каком городе? А, понял, бывал в Познане. Бывал в Познане несколько раз проездом. Вот. А, Познань, Гданьск. Не, в Гданьске не был ни разу, это возле моря. Ребят, пожалуйста, чуть-чуть. Парль и алаба, окей? Вот. Это малышня стоит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля по-французски. Такие дела. Да, море. Я 2 года прожил, но так и не съездил. Гданьск, Геническ. Ой, Геническ, говорю. Ты представляешь, что я рассказываю, Геническ. Гданьск и Гдыня, да, Гдыня. Свинью-Йосинг, там какой-то еще город есть. И за 2 года ни разу не попал, не поехал туда на море. Ну, я был там в другие страны, ездил. В Грузию летал, месяц в Грузии, там на Черное море. Вот. Ну, как-то не попал. Там же, говорят, холодное это море, да? В Польше. Там, где Гданьск, Гдыня. Холодное вроде бы море. Вот. Ну, Гданьск, правильно. В Познане я знаю, что моря нет. Я знаю, что в Гданьск.
О, ребята, все, садится телефон. Сейчас, если успею, включу. О, успел включить зарядку, садится телефон. Да, спасибо за лайки, брат, пиши, конечно. Пиши, с удовольствием пообщаюсь. Вот. Окей, все, садится труба, я сейчас минут 10 это самое. Вот. Поиграю в баскетбол. Заминка у меня будет и пойду домой. Спасибо, ребята, всем за лайки, спасибо, что пришли в эфир. Я побегаю еще чуть-чуть в баскетбольчик. Окей, окей, брат. Ха-ха. Привет. Спасибо, ребята, за лайки. Да, голый, голый в ворота, голый в кольцо, да. Вот. Тренировки онлайн, ребятки, приходите каждый день, кроме воскресенья, подписывайтесь. Ребята, тренировки онлайн, эфиры. Вот каждый день, кроме воскресенья. Комплексные упражнения. Приходим, ребята, тренируемся вместе. О!
No food. No food. I go. Alan is on. You're training? Yes, I training. Тренинг? Ребята, тренировки онлайн. Каждый день, кроме воскресенья. Вот, приходите, подписывайтесь. О! На! О! Пардон. Ребятки, всем привет, тренировки онлайн. Каждый день, кроме воскресенья, подписывайтесь, приходите заниматься, делитесь опытом своим. Вот. Основы бокса для начинающих. Бодибилдинг, легкая атлетика. Все, ребята, буду выключаться. Всем хорошего вечера, подписывайтесь, приходите, задавайте вопросы. Все, всем пока, до завтра.